Роскошные пляжи, загорелые девушки. Хотите сюда? Но будьте готовы, вас здесь могут убить. На глазах ее ребенка убили, ей еще и голову отрезали. Маленький экзотический остров полон загадок и неприятных сюрпризов. Возможно, что пока вы попиваете пиноколаду на пляже, в кустах притаился убийца с мачете. Я говорю, все, девчонки, меня убили. О том, как выжить на райском острове, знают наши герои. Они расскажут, как Шри-Ланка способна уничтожить любого приезжего. Ну, как будто не из России. Я говорю, 90-е в стране. Наши герои Юля, Денис, Вера, Катя, Калиса и Илья. И у меня там ствол. Рай или смертельно опасная зона. Остров у побережья Индии называется Шри-Ланка, а до конца прошлого века его звали Цейлоном. Слышали про цейлонский чай? Он отсюда. В течение 500 лет остров захватывали португальцы, голландцы и англичане. Он получил окончательную независимость от Великобритании только в 1972 году, но окунулся в пучину гражданской войны. 25 лет две народности острова, сингальцы и тамилы, резали друг друга безжалостно и кроваво. В 2009 году кровавая резня стихла, а Шри-Ланка начала превращаться в туристический райский остров. Но ежегодно на острове обворовывают 5000 человек и обчищают 8000 домов. 500 человек убивают и 1000 человек похищают. Мы нашли реальных людей, которые не испугались рассказать о жуткой стороне Шри-Ланки. И в конце выпуска мы составим топ-5 ошибок переехавших, которые могут стоить жизни. Итак, добро пожаловать на темную сторону Шри-Ланки. Первая история – смерть на байке. Байк – простой и безопасный способ передвижения на дружелюбной Шри-Ланке. Так считают туристы. Так считала и Юля, пока однажды чуть не погибла. Это был 2018 год. На меня было совершено нападение. Но я говорю сейчас как для сюжета НТВ, на самом деле, так и есть. У меня в гостях были две девчонки из России, и они попросили меня к ним приехать, пригласили там что-то на пиво с креветками. Окей, они жили не так далеко от меня, то есть немножко в джунгли, это где-то метров 800. И сумка оказалась через плечо. Что у меня было в сумке? Там у меня был телефон, iPhone 6, как сейчас помню, головка чеснока и 3000 рупий. Все. И я поехала. Поехала я, и я чувствую, было темно, хотя было не поздно, было 8 вечера, я как сейчас помню этот день, это, наверное, второй мой день рождения, 6 апреля 2018 года. И я еду не быстро, хотя любитель погонять, и чувствую, что за мной кто-то едет, то есть фары светят мне в зеркала. Кто преследует Юлю? Скоро узнаем. А пока Калиса расскажет вторую историю о том, как чуть не села надолго в шри-ланкийскую тюрьму. Каждый турист чувствует себя выше местных законов, и очень зря. Я в России очень любила заниматься мотокроссом. Так. И, конечно, первым делом, как только я приехала на Шри-Ланку, я сняла себе гоночный кроссовый эндуро-байк и гоняла на нем, по острову. И проблем с полицейским у меня никогда не было. У меня тогда еще не было прав на мотоцикл, водительских прав. И я изощрялась разными способами. У меня друг в фотошопе подделал мамины права. У меня даже вообще не было тогда прав, даже на машину. И поставил мою фотографию вместо маминой. Ты подделала документы и гоняла на байке. Распечатывала их на А4 и показывала их полицейским. И они такие, какие классные у тебя документы, есть еще больше, и езжай куда хочешь. Тут прилетает моя семья, мои родители из Москвы. 2 суток я не спала, потому что я ехала с севера, чтобы встретить родителей в аэропорту на байке. То есть я в таком уже измотанном была состоянии, не совсем стабильный эмоциональный. Поехали мы, конечно же, без шлемов, потому что очень жарко на Шри-Ланке. И зачем шлемы? Очень жарко. И тут мы проезжаем в центр города. Полицейские махают мне рукой, останавливают меня. Я понимаю, что я без шлема. И по привычке даю газ и улетаю. А подруга слетела? 30 секунд, и я оказываюсь в мертвой пробке. Полицейские меня догоняют, бросают мой байк, выдергивают у меня ключи из байка. А я в очень трепетных и нежных чувствах, потому что байк только что из ремонта. И я так долго его ждала, и вот он такой прекрасный, едет замечательно. И, я не смогла, конечно же, спокойно на все это смотреть. И я дергаю его за косичку, которая у него вот здесь вот. За косичку отличие. Собираются шри-ланкийцы, начинают кричать что-то по-сингальски. Я понимаю, что как будто бы мне хана. Ты за косичку дернула полицейского? Да. За косичку знак отличия. Так отдай мне ключи.
И дальше начался сущий ад. О нем позже. А пока дадим слово Денису. Его история о том, что не стоит шутить над шри-ланкийцами, если они не просят. Здесь смех не продлевает жизнь, он может ее сократить. Так как я тесно связан с тренажерным залом, в общем, я попытался передать информацию, то есть о неправильном выполнении техники в данном случае через видео в ТикТоке. Так. Я начал здесь ТикТок, и так получилось, что у меня ТикТок здесь стал популярным. И я подумал, я хоть какую-то пользу должен дать. И так как это сеть такая про шуточки, знаешь, там, и, в общем, я думаю, подсниму-ка я человека, который делает неправильное упражнение, точнее, не то, что неправильно, но глупое упражнение, там такая крутилка, постоянно смеюсь над этим. Я им много раз подходил, говорил, ребята, это не работает, просто от души я совет даю, вот не надо так делать, пустая трата времени. Потом думаю, как я могу это во всеуслышание заявить, да, то есть у меня там много просмотров, я заснял человека, выполняющего эту штуку, ничего не оскорблял его, ничего не делал, просто написал. И прокомментировал, так делать нельзя. Да, просто написал, ребят, если хотите там иметь пресс, так делать не надо просто, это пустая трата времени. Значит, я что делал? Я пощу этот ТикТок, короткое видео, 15 секунд. И знаешь, что этот трек был? Он, no. Вот это было прям такой, да? Я, пощу это, ложусь спать. Утром просыпаюсь, у меня звонит телефон. Просто разрывается, там уже 10 пропущенных. Это 6 утра. Сообщения гневные там какие-то там на сингальском, на английском, на ломаном английском. Удали видео, там что-то такое. Я даже просыпаюсь такой, о чем вообще речь? Какое видео? Вот, опять звонок, я беру трубку, там разгневанный ланкиец, удали видео, где ты живешь, я сейчас приеду, Я говорю, давай встретимся где-то, на нейтральной территории, просто скажи, я подъеду туда. Он говорит, давай в зале так и встретимся. А я еду со скоростью, где-то 20-30 км в час. Думаю, ладно, почему они меня не обгоняют? Наверное, что-то тоже там, может, потерялись люди, еще что-то. Я человек добрый. Думаю, пора мне, мой поворот, я, заворачиваю, показываю сигналом, что я заворачиваю. И меня обгоняют. 2 человека на байке full face, то есть полностью шлемы, полностью закрытые лица, обгоняют. И я останавливаюсь, у меня руки вот так вот на байке, а сумка здесь через плечо. Я останавливаюсь, поворачиваюсь вот так вот лицом и хочу спросить что-то. Я вижу, что ланкийцы. Вам помочь, может, заблудились? И я вижу, что он начинает срывать с меня сумку. То есть как-то это все, на самом деле, это происходило в считанные секунды. Для меня это казалось вечностью. Дом моих подруг, он буквально 20 метров, и там у них гремела музыка, колонка, то есть они готовились. Девчонки тоже были одеты по-домашнему, там кто-то в купальнике бегал, они не слышали, потому что у них была музыка. И, соответственно, свет везде выключен, соседи тоже были уже по домам. Происходит этот процесс срывания сумки с меня, а она у меня из мешковины, и я, естественно, у меня включается в последний момент реагирование. Состояние эффекта, да? Да. И я эту сумку держу, он начинает ее спиливать перочинным ножом. Я беру телефон, и поскольку шри-ланкийцы все кричат, я иду, разговариваю, звоню своей сестре, говорю, Алена, поскольку на улице шумно, я заворачиваю в переулок, кладу трубку, он тупиковый переулок, и в этот же момент, как только я кладу трубку, заезжает в этот тупиковый переулок пазик, как будто бы пазик, что-то очень на него похоже, из которого выламывается огромное количество полицейских, и не только полицейских, кто-то был в гражданской одежде, и начинают все дружно пихать меня в этот пазик. Я не понимаю, что происходит, потому что это страшно. Женщина огромная, толстая, в фартуке, меня начинает пинать туда. И я такая, И я каким-то чудом от них вырываюсь. А автобус с такой, с решеткой. Я понимаю, что автобус у меня не туда, куда я хочу, повезет, поэтому я вырываюсь и бегу. Бегу по улице в шлепках. Оборачиваюсь, а ребята, которые в форме, у них ботинки. Я понимаю, что они бегут быстрее, а я просто как пингвин в этих шлепках, и что надо что-то предпринимать. Они с оружием. Забегаю в ювелирный магазин за прилавок. Сразу менеджер в шоке, не понимает, что происходит. Я ложусь. И есть такое правило, что лежачего не бьют. Я была уверена на тот момент времени, что это правило международное. Через несколько мгновений в эту ювелирную лавку забегает огромная толпа полицейских. Менеджер, просто продавец, вообще, что здесь происходит? Сначала беляшка забегает и падает мне в ноги за прилавок. Потом гора полицейских валивается. Он, конечно, был в шоке. Так. И они, конечно же, очень быстро меня находят. Они меня находят и начинают меня бить. Я понимаю, что меня сейчас... Чем?
ногами, руками, они начинают меня активно атаковать. У ланкийцев есть очень тонкая грань, пока они еще люди, и когда они уже звери. И вот эту тонкую грань я своим поведением и своим бегством очень четенько просто стерла. И они озверели. И они уже не могут себя действительно контролировать. Южные люди, они такие очень горячие. Вот. И большое счастье, что они меня не застрелили. Я вот сейчас уже с прошествием лет это осознаю. Эх, как здорово! Киви Такси выделили нам эту прекрасную машину, на которой мы катаемся. У них есть аж 12 классов разных автомобилей с фиксированными ценами. И вот благодаря Киви Такси мы можем путешествовать по этому прекрасному острову. Спасибо вам, ребят, что поддерживаете нас. Он говорит, да, давай все к залу, там, через 10 минут, так, я прыгаю на байк, еду к залу, он подъезжает со своим другом, агрессивно оба То есть их двое, ты один. Ну да, по-пацански. Вот, в общем, подъезжают, говорят, мне надо, чтобы ты удалил видео. Я говорю, да я удалю. Я говорю, если ты мне объяснишь, в чем я не прав, Да. что не так. В общем, удали. Потом он начинает уже немножко так повышать тона. Я говорю, ты что, хочешь драться со мной или что? Я говорю, если хочешь, там, я знаю, единоборство, там, где есть места, да, то есть хочешь драться, дерись на ринге, пойдем. Я говорю, то есть это без проблем. Вот. И тут он вот так открывает свой футболку и говорит, я привык общаться другим языком. И у него там ствол. Не знаю, что за ствол, то есть лежит пугач какой-то, травмат боевой, не знаю, я не особо разбираюсь в оружии, но, в общем, сам факт, что человек из-за ТикТока приехал ко мне удалить видео со стволом. Вы могли подумать, что ланкийцы могут лишь напугать, и героям ничего не угрожает? Это не так. Катя расскажет ужасающую историю. Особенно впечатлительным людям ее лучше не слушать. У нас тут периодически происходят страшные истории, потому что ланкийцы такие люди, что вот они очень долго в себе концентрируют какой-то гнев. Например, если он есть. То есть для того, чтобы ланкийца довести до какого-то поступка, его надо планомерно это делать. Вот доводить, потом наступает такая точка, когда у него падает забрало. И особенно если это касается каких-то вещей про ревность, про измены и так далее, там вот месть может быть страшна. У нас тут вот была история, была одна девушка, она была ланкийка. Тут очень сильно отличаются ланкийцы, которые живут в Коломбо, и ланкийцы, которые живут в деревнях. Те, которые живут в деревнях, это 100 лет назад у них откат в плане поведения. Тут девушка одна не может выйти в магазин, даже пока она не замужем. Есть вот такие вещи, которые непозволительны женщине делать. Там, она не может вести бизнес, она не может, сама, без мужа. Она не может сама по себе там ходить на тусовки какие-то. Женщины тут вообще не ходят на тусовки. У нас бывает в деревне раз в год на Новый год тусовка ужаснейшая, которая зашкаливает децибелы, и у нас у всех окна трясутся. Туда женщина может пойти посмотреть, но танцевать это только свадьбы, и Big Girl Party это праздник первой менструации у девочек. Вот это у нас нормально. И вот к нам приехала девушка-ланкийка, которая была вот такая вся раскрепощенная, она ушла от мужа, она растила одна ребенка, она открыла здесь ресторан. Муж ее жил за границей, он ланкиец, и он это все узнал, в общем, что как она здесь живет. И он нанял какого-то киллера, который пришел, это буквально было 8 вечера, то есть ни ночь, ничего, зашел в это кафе, ее мало того, что на глазах ее ребенка убили, ей еще и голову отрезали. Отец на глазах ребенка заказал киллера, который матери отрезал голову. Да. И этот труп там лежал, все видели, что вот лежит, его там накрыли как-то. И все эту историю знают. Долгое время они не могли потом этот ресторан сдать, потому что это все там произошло. И местные что сказали? Для местных это не было сильно большим удивлением. Все такие, как взяла, так и получила. Я бросаю байк, то есть я соскакиваю с байка, держу эту сумку, хотя мне, в принципе, потом мне еще говорили, что ты мне отдала сумку, зачем ты туда полезла? Я говорю, там мой телефон. Что мне этот телефон, отдала бы и все. Нет, я, продолжу. И чеснок. И чеснок, самое главное. Я начинаю кричать, помогите, help, бросаю байк, соответственно, без ступеньки он у меня падает, я с этой сумкой, и у меня завязывается борьба. Я начала отбиваться. Потому что у него, я видела в руках нож, я просто видела это лезвие, которое мелькало у меня перед глазами. Что происходит с сумкой, я ее снимаю и бросаю, как мне кажется и как мне видится, бросаю в сторону дома девочек. При этом я продолжаю кричать «help me, помогите». Соседи, естественно, не выходят, они боятся, мало ли что там, что... А девчонки просто не слышат, у них музыка громко играла. Второй парень, который сидел на байке, он был на стреме, то есть байк был заведен. Соответственно, он увидел, что ничем хорошим не закончится, сумку ему у меня не отнять.
Мы продолжаем, значит, толкаться. Вот как в один момент, знаешь, когда просто вот все резко перед глазами становится темно, это вот он нанес мне удар ножом первый раз и попал мне сюда в руку. У меня ощущение такое сложилось, как будто меня ударили очень сильно по руке молотком. Так, что ты в этот момент сделал? Немножко. Очканул уже, да, все-таки? Да не, я не очканул, потому что это было в зале. Но все равно я понимаю, что видно, во-первых, по человеку, у него там губа трясется, ему самому страшно. Но из-за того, что ему страшно, он может на какие-то неадекватные действия же тоже, да, пойти. То есть он боится, вот это как, дернуться там. И что ты ему сказал? Я говорю, да, слушай, я удалю без проблем. То есть, я удалил видос прямо при нем, я говорю, теперь расскажи, что не так. Он также ничего не смог. То ли из-за скудности языка, то ли из-за того, что там, кто-то, может, посмеялся из его друзей, там что-то такое. То есть настолько незначительная история, что даже юмор вот так вот может восприняться как какая-то агрессия. Я попытался, я говорю, все, говорю, я удалил. Так как нам дальше в этот зал ходить, я вообще не хочу ни с кем здесь какие-то... И вы разошлись? Он говорит, напиши мне тогда программу тренировок. Вот. И я говорю, это будет стоить столько-то. Так, и что? Он говорит, я на эти деньги живу там месяц, нет. Вот, А так он тебе предложил быть его тренером? Он попросил, говорит... ты бы стал с ним заниматься? Почему нет? Если бы он мог позволить себе. Он как сказал? Он говорит, ты же хотел помочь. То есть я ему говорю, я снял видео, чтобы помочь вам исправить, допустим, эту конкретную ошибку. Он говорит, ты же хотел помочь. Можешь меня потренировать, я там грудные хочу подрастить. Я говорю, ты же не хотел бесплатно получать помощь. Я говорю, поэтому надо заплатить. И долго они тебя избивали? Они меня избивают, и я понимаю, что правило «не бей лежащего» не работает на Шри-Ланке, и нужно вставать, потому что они меня сейчас убьют. Я встаю и начинаю защищаться. Ты с 10 ментами билась? Там их было больше, чем 10, их было больше, чем 15 даже. Это был весь магазин в этих ментах. Ты точно мне не врешь? Я помню, что я разбила нос женщине полицейской, она потом ходила, дулась на меня в полицейском участке, что вот ты негодяйка. Как это все остановилось? Остановилось это так, что они в итоге победили. Они меня все дружно каким-то образом порешали, засунули в пазик, разбили мне коленку другую. Да, вот у меня до сих пор шрам. Мушкой, этим прицелом от автомата. У меня была кровь, я вся в крови. Белая туника прозрачная, порванная в крови. Разорванные ноги. Короче, это было очень жестко. И тут уже, конечно, мне пришлось позвонить моим родителям. Это первый день, они только прилетели. Мои родители всю жизнь... Мама, я тут подралась с 15 полицейскими и лежу вся в крови в полицейском участке. Не могли бы приехать? Да, мои родители и моя сестра, вся моя семья тесно связана с законом. То есть они все они работают в законе. Там, юристы, адвокаты. Поэтому для них это вообще очень странная ситуация, как я там оказалась. В итоге меня привезли в полицейский участок. И мы оказались за столом переговоров с юристом, адвокатом полицейского участка, который зачитал все нарушения, которые я сделала. Я избила полицейских, я была пьяна, хотя я была трезвая. Доченька, это точно про тебя? И сказали, что вы, если это подпишете, то мы вас выпустим. И я сказала, мама, не верим, они так не сделают, потому что я знаю ланкийцев уже пару месяцев, они не такие. Но она сказала, доча, ты нам испортила уже целых 2 дня, поэтому подписывай все, что они говорят. Появляется адвокат, который за определенную сумму денег готов решить все твои проблемы. Родители ему платят, и я уезжаю на огромном черном автобусе, где написано «Prison», в тюрьму. Уже настоящий, потому что там я сидела в полицейском. То есть он обманул? Нет, когда-то это случится, но не сейчас. Вот они мне выдают мой талончик на тюрьму. Мужчина, женщина отдельно, 2-этажное здание. На 1-м этаже палаты, не палаты, а клетки, там человек на 6-8, и на 2-м этаже огромный холл, и просто одна дверь, решетка. И меня, значит, селят туда. Я уже не чувствую руку, и потом он делает второй тоже порез, но это просто здесь я почувствовала, как будто просто меня порезали. Все, потом я слышу, что тот парень, который сидел на байке заведенном, он уже кричит ему «поехали» на сингальском, давай, собирайся, все, то есть, и он убегает. В это время выходят мои девчонки. Байк лежит, соответственно, на боку.
а я прижимаю руки к животу. Все, что было, мне вот так, значит, я руки прижала к животу. Там кровь течет, видимо, да? Там был пипец, я была вся в крови. То есть я вся истекала кровью, я вся была красная. Но есть от руки, да? Да, вот от этой руки, потому что там был серьезный порез, то есть я не чувствовала, там были сухожилия перерезанные, то есть вены, сухожилия, нервы, все. Я говорю, все, девчонки, меня убили. Эту фразу, которую я им сказала. Они видят меня в крови, то есть я выхожу на свет, и они видят, одна девчонка, моя подружка, впала в ступор, она просто начинает кричать и не понимает, что делать. Выбегают еще какие-то соседи. Я держу руки, я говорю, возьмите мой телефон из сумки. Они начинают доставать телефон. Потом уже Катька, девчонка, одна побежала за парнями. Смысл, они уже уехали. Понимаю, что как бы я истекаю кровью, все, пипец. То есть я простилась жизнью в этот момент, на самом деле. Первое, куда меня отвезли, в перевязочный пункт, потому что до госпиталя было не доехать. Потому что я истекала кровью. Естественно, мне пытались остановить кровь. Каким образом? Я руки-то от живота не отдергиваю. То есть они думали, что у меня порез в животе, потому что я была вся в крови. Они отнимают мои руки, мне больно, не могу шевелить. И открывают живот, потому что думали, что у меня ранение в живот. А у меня пирсинг, я ношу пирсинг. И они такие... Вот я сейчас запомнила их лица, я лежу, то есть у меня вот руки так, вот они открывают мой живот, и есть такие врачи вот в этих масках, и говорят, это ее порез, на своем сингальском, и ржут. Я говорю, ребята, у меня порез, они начинают бинтовать мне эту руку, это слабый порез. Я говорю, ребята, у меня с этой рукой проблема, делайте что-нибудь с ней, там я ору. Я делаю главную ошибку свою. На тот момент я смотрю, что у меня там с рукой. Это был ужас, что я увидела, и все, у меня опять истерия очередная, все, я без руки, я понимаю, как это все будет потом сложно, возможно, я вообще не восстановлю. В итоге остановили кровь, поставили капельницу, перегрузили меня в скорую помощь и отвезли уже в госпиталь. 4 часа утра. Я легла на операционный стол, операция была 4 или 5 часов. То есть я уже очнулась, было 9 утра следующего дня. На Шри-Ланке огребешь проблем не только от случайных грабителей. Могут покалечить просто за то, что ты классный бизнесмен. Поэтому мечта переехать на теплый берег, открыть кафе и смотреть на закаты здесь может кончиться кошмаром. Каким именно, расскажут независимо друг от друга Илья, Вера и Денис. Одна пара, как из-за Голландии, это девушка и девушка. Лесбиянки. Лесбиянки, да, лесбиянки со своим сыном переехали на Шри-Ланку. Лесбиянок сын. Да. Я там же... Я не то чтобы хорошо в школе учился, но уроки биологии помнил. Это как? Но это же свободная Европа, там все возможно. То есть, это они установили кого-то? Или просто... Она повар-технолог, то есть она очень крутые бургеры сделала. Она открыла бургерную, потому что она круто это делала. Бургерная раскрутилась, у нее было там первое место на TripAdvisor и всегда полная посадка. Ланкийцы видят, что у них бизнес прет, деньги идут. Но они никогда не думают, что дело в человеке. Это же место, видимо, Будда туда шагнул, там, плюнул или еще что-то сделал, святое место просто. И поэтому туда деньги сыпятся, там портал открыт денежный. Они говорят, давайте мы у вас купим, за бесценок, как рейдерский, знаете, захват. Вот. А они говорят, да нет, нам тут все нравится, живем здорово, делом любимым занимаемся. Вообще класс, зачем? В итоге что делают? Ребята, они крадут у них сына, звонят им и говорят, если вы в течение 3 суток... В смысле сына украли? В смысле как? Так, сына украли. Просто выкрали сына, Просто там выкрали. машину... Да. Как будто не из России, я не знаю. Я говорю, 90-е в стране. Берут 15-летнего пацана, Да. одевают на него Да. мешок на голову, Да. кидают в машину. Да. Шел он по Галли-Роуд, пока мамы стряпают бургеры, они схватанули пацана и позвонили ему, говорят, если в течение 3 дней они не свернут свою лавочку и не уедут отсюда без права приезда, то, в принципе, ему все, крышка. Естественно, что сделали заботливые мамы? Через 3 дня они отдали свой бизнес за бесценок, улетели обратно, больше никогда не возвращались. И бургерная прикрылась, потому что, оказывается, в человеке было дело, а не Будда осветил это место. 5 лет назад мы открыли ресторан в городе Галле на пляже. И, собственно, трудились там в течение, наверное, месяцев 7-8. Да, после чего были вынуждены закрывать ресторан там по собственным причинам. Да. Но, в общем, это был такой первый опыт, да, работы в Азии, именно того, что я иностранец, я белокожий, да, и я прочувствовал все отношение к экспатам, да, начиная, наверное, с 1-го, со 2-го дня открытия, да, практически ежедневно ко мне приходили местные ребята, да, и говорили, что
не стоит тут работать. Типа Да. бандиты, что ли? Ну, бандиты, не бандиты, их сложно было назвать бандитами, да. Но, в общем, недовольные местные жители, да, в их восприятии белый человек, который здесь работает, он губит экономику, он отбирает деньги у местных, да, и как бы то, что я привожу людей на пляж, то, что деньги расплываются дальше по городу, да, от людей, которых я привел сюда, ну, это очень сложно донести, было 5 лет назад. Сейчас сильно меняется ситуация, да, и в целом я наблюдаю, что с каждым годом все лучше и лучше относятся к иностранцам, да, но 5 лет назад еще было так. Я не могу сказать, что поступали угрозы, расправы, да, но на всякий случай я ходил с ножом за пазухой на работу. То же случилось с моим знакомым, другом. Он здесь кафе открыл свое. Ну как, здесь по законодательству у них, сейчас, по-моему, правила меняются, но было такое, что чтобы если ты хочешь открыть какой-то бизнес, кафе, тебе нужно долю отдать ланкийцу. Ну, то есть там какой-то процент. И поэтому он как бы запартнерился с ланкийцем. Мое мнение, основанное на опыте, лучше так не делать. И что с ним случилось? Ситуация. Ну, в какой-то момент он развил кафе, все у него там наладилось, туристы поехали, русские туристы. И в какой-то момент ланкийц подумал, зачем он мне нужен. Вот. И Кинул, его в смысле, начали, его? начал Или сливать, да. И кинул не просто, знаешь, сказал, что до свидания. Была потасовка, ему разбили голову, там жестко приезжали. Тут, прям. Это была- его же партнер прям его побил? Его же, да. То есть там, в состоянии какого-то опьянения, возможно, алкогольного, возможно, еще какого-то. Здесь, кстати, касательно криминала, и в этом плане все достаточно доступно. Вот, поэтому вот такая ситуация Ничего себе. произошла. А сколько они вместе так проработали? Проработали они, в кафе долго, да, я думаю, больше года они То работали. есть целый год они с партнером были вместе. Да. Потом партнер решил отжать. Да. И вместо того, чтобы просто сказать «вали», Да. или еще как-то, он его избил, разбил голову. Да, там пивной бутылкой разбита была голова, пробита, Егорке бедному зашивали голову. Эти кадры можно найти, кстати, тоже на YouTube. Офигеть. Да. И что, потом он уехал? Егор открыл мне свое, он до сих пор здесь живет, у него здесь свой бизнес продолжается. У него здесь все хорошо в этом плане, но он просто больше не соприкасается с локалами. Вот такой урок был. Но вернемся к истории Калисы. Ее закрыли в шри-ланкийскую тюрьму за нападение на полицейского, и она знакомится с местными порядками. Палаты. Не палаты, а как бы клетки, там человек на 6-8. И на втором этаже огромный холл, и просто одна дверь, решетка. И меня, значит, селят туда. Вот. Меня сразу находит самая толстая и самая матерая женщина и говорит, я здесь уже 6 лет, я буду смотреть с тобой. Вот. Я из Афганистана. Я такая, окей, не вопрос. Вот. Это медсестра из Афганистана, которая пыталась провести героин на Шри-Ланку. Ее попросили, а у нее 5 детей, и ей нужно было заработать денег. Конечно, ее сразу повязали. Но об этом я узнала позже. А поскольку я уже 2 дня жила в полицейском участке, я была вся в крови, грязная, немытая. Первым делом я, конечно... То они тебя испугались там все, да? Нет, первым делом я решила, я была одна белая женщина, там все в основном ланкийцы или женщины Ирана, в общем, темная женщина. Иранка была единственной иностранкой, то есть я была второй иностранкой, но иранка не сильно отличается от шри-ланкийцев по цвету кожи, поэтому я сильно выделялась. Вот, и первым делом я пошла в дырку в стене, в которой были ванные с водой, вот, разделась, а дырка действительно она была выбита прям, разделась догола и начала мыться. И тут же эта дырка в стене заполнилась всеми вот этими женщинами, они пытались прорваться, но поскольку они все заполнили эту дырку, не могли просто пройти, потому что их было слишком много. Я не поняла, что происходит, и почему такая реакция на меня моющаяся. Вот тут пришла моя мама, вот эта афганская женщина, растолкала всех этих подружек, одела на меня юбку и сказала, что голых здесь вообще не может быть. Вот что они тебя сейчас все тут чпокнут. В прямом смысле? В прямом смысле, что как бы она не сможет их удержать и с ними справиться, если я продолжу себя так вести. А я же не знаю, я же первый раз в шри-ланкийской тюрьме. Какие тут порядки, я просто хочу помыться.
В итоге я помылась в юбке. Это не так, конечно, удобно, как мыться без юбки. Но что поделать. Ну и это были очень увлекательные 2 дня моей жизни. Когда я засыпала, в 9 вечера там отключают свет, и как только отключили свет, ну, там были девушки нетрадиционной сексуальной ориентации, очевидно, вот, и они мне строили глазки, вот, а я такая держалась поближе к маме, чтобы, не дай бог, я уже поняла всю эту историю, пока мылась. Сексуальное насилие не редкость для Шри-Ланки. Встретить извращенца можно не только в переполненной тюремной камере, но и на общественном пляже. Короче, есть тут пляж, который мы теперь называем дрочащий пляж. Семьей. В смысле дрочащий? Слово мастурбация? Да. Короче, 6 лет назад я, моя семья, мы приехали сюда, к нам приехали в гости еще одна семья, наши друзья, муж, жена, ребенок, маленький ребенок. В общем, мы приехали на пляж здесь, рыбацкий, недалеко отсюда, и пошли серфить. И минут через 5 на воде я смотрю на берег, и я вижу, что жена моего друга, она кормит ребенка грудью, да, сидит на берегу. И я вижу, что к ней подходит местный пацан. Ну, он не взрослый, я не знаю, так на вид ему лет, может, 14 было, 15, где-то так. Ну и, в общем, он подходит максимально близко сзади и дрочить начинает прямо рядом с ней. Зачем? Я не спросил его, потому что не успел, как бы, да. Он увидев, что мы выходим, да, с воды, сразу как бы убежал к себе там в деревню. Вот, в целом, это довольно-таки, ну, встречающаяся ситуация, да. Серьезно? То есть это не разовая акция такая была? Ну, как бы со мной, слава богу, в моей жизни такая штука была 1 раз, да, лично. Но историй я таких слышал достаточно, да. Несколько лет назад в Мирисе была история, что группа израильтян отдыхала на пляже, ну вот, довольно-таки бурно. И в какой-то момент, в общем, тоже подошел местный чувак. Полагаю, он тоже отдыхал со своими друзьями там в соседнем заведении. Он просто положил член на плечо девушки. Да, после этого израильтяне довольно темпераментные ребята. Ну и, в принципе, такую штуку стерпеть довольно тяжело. В общем, началась бесконечная потасовка. Ну вот, если я ничего не путаю, там даже были как бы довольно-таки серьезные травмы. Они ездят с нами везде, работают за кадром. А знаете все почему? Потому что есть компания Kiwi Taxi, которая нам выделила эту прекрасную машину. В ней куча места, очень удобно. И вот эти 2 человека всегда и везде ездят с нами просто круглосуточно. Спасибо большое Kiwi Taxi за то, что поддерживаете нас, помогаете нам сделать этот прекрасный проект. Была у меня, ну, она здесь, она остается, подруга, но она здесь больше не живет, переехала сейчас в Штаты, прожила здесь все, почти 2 года. Здесь больше про транслирование, вот то, что я говорю, какую энергию ты будешь транслировать в этот мир, то будет приходить к тебе. Вот она всегда как будто ждала, что с ней что-то произойдет. И каждый раз после тренировки, когда, ну не каждый, но частенько, когда мы ехали после тренировки домой, ну здесь такая есть тема, очень много людей, которые джеркают на улицах. Тоже, кстати, криминал. И их, кстати, задерживают по тому же принципу, как и русских туристов. То есть ты можешь сказать, он исполнил это на улице, его задерживают, там, до 2 недель держат в тюрьме за эту историю. И вот на нее либо такой человек нарвется, либо кто-то ее потрогает там по дороге, либо 1 раз даже на нее там напались, там, они так нападают, типа, как я могу тебе помочь? Как я могу тебе помочь? Да, то есть это как буллинг называется, да, модным словом. Ну, короче, вот такие, да, даже есть мелкие движения, но вот с ней это постоянно происходило. Другие девчонки, вот нет такого. Ну, джеркающие, да, все видели. Я думаю, все экспаты тебе скажут, что они, девушки, встречали ребят, которые на пляже там ждут. Джеркают? Это что такое? Думал, это курят? Нет, это не Это что это такое джеркают? Мастурбируют? Да, мастурбируют. Мне все об этом рассказывают. Я не видел пока ни разу, что это. Ну, тебе повезло, ты не женщина. Ну, я понял. Может быть... И хорошая новость, да? Да, это хорошая новость, я думаю, для тебя, что ты не видел. А Юля тяжело восстанавливалась после ножевых ран, которые нанес шри-ланкийский отморозок. И я думала, что все будет окей. Но не все окей, как оказалось. Я же счастливый человек. Соответственно, проходит 2 недели. Я знаю, что с этой рукой мне надо быть очень аккуратной. Я носила очень удобную одежду, то есть через голову накинул какое-то платье и пошел на тот момент. Вот. Но в тот день я почему-то решила одеть шорты. И когда я начала застегивать шорты, у меня рвется сухожилие 2 раз. То есть у меня моментально падает палец, и рука не работает снова. Я в ужасе подхожу,
к людям, говорю, там, помогите мне. Нет, сейчас аюрведы, тебя там что-то полечим, приложим, все будет работать. Это Здесь-то так. распространено, да? Да. И, естественно, я объясняю, что поры сухожилия, и только как бы УЗИ может увидеть, что так. То есть это повторная операция, это надо было сшивать. Естественно, мне назначили день, я приезжаю, ложусь уже. Но так как прошло время, а прошло на тот момент, наверное, недели 3 или месяц, как бы сухожилия, они срастаются быстро. Врачи приняли решение, что надо брать откуда-то часть сухожилия, но они взяли из этой руки. То есть разрезали, брали там кусок 3 сантиметра, вставляли сюда. Еще реабилитация еще на 2 недели. Потом я с этой рукой очень осторожно ходила. И это наступил уже июнь. Я понимаю, что надо съездить домой. Маме, естественно, ничего не говорила. Но, как обычно, мама все чувствует. И когда я прилетела в Москву с этим, то есть вот я с рукой ходила, как вот так вот. Мама сразу. Уже в аэропорту. Что с рукой? И, я рассказала, там, истерика, слезы. Говорю, вообще все хорошо. Почему ты мне раньше не сказал? Как я могла ей сказать? Мама, меня убили, да, вот как я в тот день, в первый день, когда это случилось. Девочки меня убили. Ну, это я прям, вот у меня до сих пор эта фраза в голове. И я прилетела в Москву на 2 месяца. Сестра мне помогла найти хорошего доктора. И он мне действительно помог. То есть мы с ним разрабатывали прям конкретно там до боли, до слез. Он мне там все это делал. И я вернулась сюда уже. Но что я могу сказать? На данный момент рука не работает до конца. Я просто, возможно... Что не может делать? Вот если вот полноценно, да, как бы здесь я... Все больше не сгибаем. Да, это максимум, что я могу делать. Вот. И плюс, так как было 2 операции на этот палец, то есть он у меня тоже какой-то вот... Часть функции не может. Да. Вот. Так что вот такая вот история со мной произошла. И как только выключили свет, и я очень устала, потому что я практически не спала все эти несколько дней в полицейском участке, потому что там плакала эта шри-ланкийская женщина, не могла смириться со своей судьбой. Как только выключили свет, на каждом миллиметре своего тела я почувствовала одномоментно кучу разных рук, которые меня трогали. Вот. И это... Зачем? Я не знаю. Но я заснула с мыслью... Это вот лесбиянки вот эти? И они тоже, и все, потому что ты белый человек, белая женщина, и никто никогда... Может быть, у них это... Они, в принципе, любят трогать белых людей. Это благословение такое они получают от себя. То есть тебя трогают женщины в тюрьме, и ты... И я молюсь, Господь, пожалуйста, пускай я останусь нетронутой, как бы нетронутой прям сильно нетронутой. Ну, ты понимаешь, о чем я. Я осталась нетронутая. Вот так пару ночей я оставалась нетронутая, но отмассажированная всеми участниками этого мероприятия. Вот этого заточения. И потом случился суд. Суд у шри-ланкийцев очень интересное событие. Огромный стол, где множество адвокатов, и они по очереди выходят к судье буквально на 5 минут, что-то там между собой шуры-муры, вот, и кого-то отпускают в одну сторону, И кого-то все только по твоему делу? Не-не-не, все по разному делу. Я сижу со шри-ланкийцами, с какими-то, я там уже слабо помню, просто в клинге, и спустя там часа полтора мне выписывают штраф 16 тысяч рупий и говорят «до свидания». Я спокойно выхожу с выученным уроком. Всегда, когда шри-ланкийские полицейские пытаются вас остановить, останавливайтесь, даже если у вас нет шлема, если у вас нет прав, улыбайтесь, кормите их бананами, делайте все, что угодно, чтобы с ними подружиться, потому что они очень открытые, добрые, хорошие люди. То есть бить их сразу не нужно, да? Не пытайтесь от них бежать, да, и не пытайтесь потом с ними воевать. Ну, как бы, если вы уже начали бежать, то потом как бы бесполезно что-либо кормить их бананами. Просто обычно вы привыкли, встретив полицейского, дернуть за косу и вдарить ему. А сейчас вы послушали, и теперь у вас поменяется поведение. Да, так-то вы не догадались, конечно. Я не била его, они первые начали драться. Я понял, конечно. Вот, ну да, очень сильно поменялось мое отношение с полицией после этой ситуации. Теперь я знаю, как надо. И теперь я веду себя с ними очень корректно и очень, очень мило. В тюрьму на Шри-Ланке можно попасть за ерунду. Снимаешь блок, идешь по дороге и находишь красивого жука. Этого достаточно, чтобы угодить за решетку. Не верите? Вот примеры. Приехал зоолог по-моему, он из Ростова, или откуда-то с юга нашего России. Приехал то ли отдыхать, конечно, правда, мы не узнаем. Официальная версия. Приехал отдыхать с его слов. Пошел гулять по национальному парку, вдоль дороги собрал каких-то жуков мертвых. Вот. Странное занятие, согласен. Собрал жуков и чисто по нелепому стечению обстоятельств
Он задержался в этом, ну, с компанией там был, задержались они в национальном парке, Так. буквально там полчаса, час, что-то такое. И на выходе их тормознули, какое-то они подозрение вызвали, не знаю, здесь вообще такого нет, чтобы проверять человека, что у тебя там. Ну, в общем, их проверили, у него в карманах жуки мертвые. Его здесь особо не церемонятся, то есть если какое-то правонарушение, да, любое, причем оно может быть раздуто из ничего, но здесь конкретно был акт, да, они его задерживают, проверяют его номер, в номере находят еще жуков. Ну все, тут как бы все складывается. В общем, не стали разбираться, сразу отправляют в тюрьму. Срок ему хотели дать 40 лет тюрьмы за хранение жуков, либо 3 миллиона рублей штрафа. Во-первых, здесь все медленно, да, то есть начинается разбирательство, ты уже сидишь в тюрьме, никто, конечно, там условия не шоколадные, это не Норвегия там какая-нибудь, да, сидят в тюрьме, пытаются что-то как-то снизить, либо вот этот штраф, который заплатить. Пытались выехать из страны, ну, понятно, никто не отпускает. В общем, это все шло разбирательство. Закончилось тем, что только вот в январе 2020 года его выпустили. Он заплатил, по-моему, 14 тысяч долларов штрафа и выехал. Почему так происходит? Потому что ланкийцы, я говорю, что по-хорошему они большие дети во всех сферах, задерживают преступника. Им нужно сделать, показать, что они делают свою работу, да? Если ты скажешь, да он там жучков собрал, мне интересно, ну, что, не преступник, да, если ты его объявишь каким-то там контрабандистом с тысячей миллионов жуков, коллекционера, там что-то такое, то, ну, есть какой-то состав преступления, который можно огласить, и, соответственно, люди, которые его задержат, они же тоже становятся героями. И такая история случилась с моим знакомым, он здесь работает видеооператором, парниша Дима. Он просто снимал то ли блог, то ли что-то, ну, про Шри-Ланку, да, какую-то природу снимал, поехал в центр острова, в Канди, летал на дроне, хотел природу снимать. В общем, так получилось, что он залетел на какое-то здание, и дрон по какой-то причине сел, приземлился, видимо, какие-то глушилки сработали, он подумал, что что-то там с управлением, недолго думая, пошел в этот дом, стучит, хороший такой дом, красивая резиденция, открывают ворота, ему здравствуйте. Говорит, у меня там дрон на вашей крыше, ну, я хочу забрать, что-то случилось с пультом, надо забрать. Там охрана, и его тут же задерживают. Оказалось, что он посадил свой дрон, это был резиденция президента. Охренеть. Да, то есть из-за того, что у него впоследствии находят все эти гаджеты, 2 телефона, как у человека может быть 2 телефона, у нормального человека не может быть, соответственно, он шпион. Русский шпион, приехал шпионить за господином Раджапаксой. Его задерживают, тоже общественный резонанс, по всем новостям, газетах. Русский шпион. Русский шпион. Хотел прорваться на дачу. А это твой товарищ знакомый? Ну, мы знакомы, да, лично. То есть это неправда, он не шпион. И ты знаешь его. Я знаю, конечно, его, да, он до сих пор здесь живет. Он до сих пор здесь живет? Да, самое удивительное, что он просидел 2 месяца в тюрьме. Он думал, что как в цивилизованных странах там произойдет. Ну, там помурыжат, разберутся, дадут ему эти, ну, на крайняк отберут эту всю технику и скажут, иди, до свидания, да? Но нет, им надо было создать событие. Как тюрьма, что из себя тюрьма представляет? 50 человек в одной комнате, голый пол, все, и вот, ну, и холодно. Все, вот так вот он сидел, ждал своего суда, 2 месяца в итоге его продержали, потом выпустили. Ну, просто, как я уже думаю, что если бы они его сразу выпустили, они инфоповод раздули. Ну да. И как ты скажешь, такой, извини, мы ошиблись, типа, мы, ну, так нельзя, потому что там газеты открываешь, стоят эти генералы со звездами, и его бедного того держат. Ну, реально, как будто задержали какого-то опасного преступника. Шри-Ланка хранит много опасностей. Как говорят почти все переехавшие, райский остров отстает во времени от России. Здесь лихие 90-е, и кто не застал бандитские времена в России, здесь встретит массу сюрпризов. Бывает, что девушкам могут положить наркотики в бокал. Вот я все время говорю своим туристам, когда они идут на вечеринки, не оставлять свою бутылку и свой бокал без присмотра, потому что могут что-нибудь бросить, и потом уже, когда ты в таком состоянии, типа, ну все готово, познакомиться с тобой, куда-то тебя увезти, ну там понятно, что тебя не убьют, но как бы, возможно, будет тот секс, на который ты не рассчитывала и вообще не была совершенно готова.
Вот, наркотики есть. Но вот сейчас вроде как говорят, правительство с этим борется, но на самом деле, когда люди приезжают в отпуск, конечно, для них тут им предлагают прямо на пляже. Просто вот ты сидишь, отдыхаешь, тебе говорят, ну, травка, кокаин, то-то, та-та-та-та-та. Вы запикаете там, наверное, потом, как это все называется. И кто-то покупает. Ну, им тут и бодяжат, конечно, тоже там такой кокаин, муку продадут и все. Ну вот, могут. И потом иди, ты же не пойдешь в полиции жаловаться. Я, знаете ли, очень хотел, честно, купить кокаин, а мне муку подсунули. Вот. Ну, бывает всякое. Мы приезжали 4 раза на Шри-Ланку. Как-то она нас зацепила прям с первого момента. И какой-то такой, знаете, инфантильный момент счастья такого. Вот он океан, вот маленький ребенок, мы такие с мужем молодые. И зацепившись за этот момент счастья, мы возвращались сюда постоянно, каждый год. Потом, видя вот эту страну, нам казалось, что здесь очень много ниш свободных. Мы же Ну тогда... да. Я смотрю, хлебопечки нет, ресторанов нормальных нет, отелей тоже. Да, ну, делай, что вообще, что хочу. Ну и мы так думаем, ну сейчас, ну что ж мы... Я 12 лет в туризме, объездила кучу стран, видела все, как должно быть, явно не как здесь. Да это же Бали 30 лет назад, ну вообще... И теперь мы понимаем, почему это Бали 30 лет назад. Не потому, что сюда кто-то не хотел вкладывать денег, не потому, что все такие тупые, а мы вот такие умные тут приехали и хотим тут что-то открыть. Да вообще не поэтому, потому что они такие, потому что они страна, застрявшая в 90-х. Зачастую поведение местных бичбоев на пляже очень схоже с поведением стаи собак. Когда она одна, она сидит тихонечко там, может тяфнуть издалека, но это на этом все. Когда их много, они все горой, все, мы крутые парни. У них нету такого вот, как у нас, понятия зашквар, 1 на 1, там, по-мужски. Если они... Что-то им не понравилось, их здесь дофига, у них это идет от волной нагнетания, и они могут отметелить палками там, в 10-ром одного человека, и такие, все, вот ты получил, типа, не как у нас, что толпой на одного, типа, это плохо, не по-мужски и тому подобное. Драками это не назвать, драться они не умеют, махают руками, пощечины, да, вот именно, абсолютно верно. Махают руками, схватают за волосы. А вы, как заметили, волос у них много у всех. Очень удобно схватиться, потянуть. То есть, пускай эта драка 10 против 1, это обходится там без тяжких телесных, так скажем. Один раз я наблюдал, как драка была местных. Они всегда ищут какой-нибудь камень. То есть они... Ну, небольшой камень, небольшую палку, пальмовый лист, чтобы просто устрашить, замахнуться и тому подобное. И один парень местный при драке, он не нашел ничего, кроме как пса. Взял пса и запустил просто в другого чувака. Это было очень забавно. Собаку кинул Собаку просто использовал как оружие пса и забросил его в других чуваков. Не попал, собака убежала, но попытка была. И это было очень забавно. Вообще, все, что связано с туризмом, местные очень так относятся к этому ревностно. Я, так как занимаюсь там, историей, не касающейся туристам, им на меня все равно делать, что хочешь. Если ты пересекаешься с туристами в какой-то сфере, то есть если это ресторан, они так очень однобоко думают. Ты купил тук-тук, значит, ты купил его не чтобы свою семью возить, а чтобы деньги зарабатывать. То есть ты приехал с Москвы, купил тук-тук и за 1000 рупий возишь людей целый день. Вот. Отжимаешь у них деньги. Отжимаешь бабки, да. А это им принадлежит? Это их, да. Ну, по их мнению. Движуха, да. То есть и могут действительно там темную устроить. И белый парень как-то ходит красивый, накачанный, девчонок цепляет. И кому-то это не понравилось, его подкараулили в подъезде 10-ром. Там парень большой такой. Поэтому они в 10-ром. 10-ром. Не смогли его... На меня бы пол-ланкица хватило, они бы не старались. Ну, смотри, здесь как бы тоже спорный момент, ланкийцы. На всякий случай, с запасом, мало ли. Да, да. Лучше брать с запасом всегда. Фу-фу-фу. Так. Вот, 10-ром. Короче, устроили ему темную, да, шлемом разбили ему тоже голову. То есть основной урон был нанесен именно ударом шлемом. В этом плане тоже здесь нет ни такого какого-то фэрплей. Здесь не развиты какие-то единоборства, это я уже тоже могу сказать, так как немножко контакт со спортом. То есть нету вот То есть правил. они просто бутылка и каска бьют Будут по как сразу. угодно, да. То есть вот Егору разбили этим стаканом. Так они же убить да? так могли. Наверное, это был месяц 2-3, как мы сюда переехали. Да.
Я был на споте, сидел после серфинга, пил кофе, и ко мне подсел очень-очень пьяный англичанин и начал мне рассказывать о том, что они все идиоты здесь, они все кретины, да, если ты здесь живешь, тебе пиздец. Я так смотрю на него, что случилось-то? Это он рассказывает, что у него здесь отель, да, долгое время уже, и месяц назад на него напал его управляющий. То есть сотрудник его отеля, да, менеджер, напал на него, уж я не помню, да, там, по каким причинам. С чем? Тоже с ножом или с кулаком? Да, просто избить, да, вот. Но в итоге, как бы, чувака того посадили, и, насколько я понимаю, на подольше, видимо, у этого англичанина были какие-то связи. Да, ну, в общем... А это здесь влияет? То есть сажают не по закону, а по связям? А у нас по-другому. Да. Ну, это как бы, мне кажется, такая практика распространенная, да. Кто суд купил, тот и прав. Я не буду говорить здесь, вот как я, что я уверен в этом, да, но вот такая история есть. Да, то есть про родину, про нашу я точно знаю, да, у кого денег больше, тот и прав. Ну, в общем, если вдруг вы недовольны своими сотрудниками, то вспомните, что есть управляющие, которые могут избить. На Шри-Ланке есть люди замечательные и есть чуть менее замечательные. И все наши герои говорили, нужно помнить про разницу менталитетов. Русские и шри-ланкиец смотрят на мир с разных колоколен, и это может стать неприятным сюрпризом при более близком знакомстве. Очень часто сюда приезжают европейцы, даже русские, скажем так, это был русский человек, и стараются с местными завязать какой-то бизнес. Не всегда этот бизнес легальный. И очень часто это все заканчивается печально, потому что договоренностей никаких нет, и местный человека потом кидает. Куча историй, когда сдавали виллы, типа ты вот, мы тебе сдаем на год, а ты пересдавай как хочешь. И вот ты пересдаешь, и приходит хозяин и говорит, а договора нет, иди нахрен отсюда. Вот и все. И никаких тебе возврата денег, ничего как бы. Или когда человек вкладывается в строительство на этапе там строительства, и хозяин ему говорит, я буду тебе благодарен по гроб жизни, мы с тобой вместе это сделаем, ты будешь привозить мне туристов. Человек заканчивает выстраивать гест, и ему хозяин говорит, все, вали. Как бы больше ты никто, у тебя нет никаких прав, иди в полицию. Иди, тебя тоже посадят как нелегала, ты никто здесь. И вот таких историй очень много. Шри-Ланкан people — это особый такой интересный контингент. За 3 года я не была в Самаре, и именно перед моим отъездом произошла череда событий, потери денег. То есть у ланкийского менталитета такой, что человек никогда не говорит «нет». Ну, в своем большинстве. То есть он говорит, да, я помогу, я все сделаю. Вот из последней ситуации, то есть мне срочно надо было улетать в Самару, я обратилась к знакомому, он говорит прекрасно по-русски, вроде такой позитивный парень, дружил, к нам в семью вхож. Вот, да, все помогу, все сделаю. Ну, благодаря ему мы влетели перед моим отъездом на визы, отдали около $3000. Потому что благодаря ему у нас была просрочка. А сейчас, если ты просрочишь визу, то ты должен оплатить $500 штраф. Помимо $500 штраф, мы за резидент-визу платим сейчас госпошлину $200. Если раньше на ребенка было бесплатно, то теперь и на ребенка. То есть $1500 штраф, $600 пошлина, и плюс еще помогалы какие-то были. И история такая, что мне не отдавали просто паспорта до того, как я не оплачу эти деньги. Как это возможно? Он дебил, что ли? Или что, специально вам делал плохо? Или в чем? Нет, это ментальность. Одна из ланкийских черт, вот ментальность такая. Он не мог сказать, нет, я не могу этого сделать, потому что они же всемогущие. Как я скажу, не могу? Как это так? Он просто не мог. А обещал, что мог. И связи, они же все друзья, братья, сваты президента. Они фотографию с ним показывают. Сейчас уж, наверное, поснимали, а так он все, я вот, я с ним, вот, это, да я-то его, там, внучатый племянник. И спасибо Киви Такси, что вы всегда нас выручаете и сделали нам возможность ездить на этой машинке везде. Они работают по всему миру, поэтому если вы куда-то едете путешествовать, то обязательно воспользуйтесь Киви Такси по ссылочке в описании. Спасибо вам, ребята. Мы сюда переехали, у нас есть проект, который сейчас тихонечко развивается, мы строим. Да, сейчас как бы мы встали на заморозку, но не об этом. В общем, мы приехали, начали сразу искать землю, да. Приехали мы к человеку, с которым я уже до переезда, да, я здесь с ним общался, снимал у него дом, мои друзья снимали у него дом, у него семья. Он живет с женой, с ребенком, с маленьким, ей тогда было 5-6 лет.
Да, родители вместе с ним, и, собственно, он сдает свой соседний дом. То есть, по сути, мы жили как семья, да, мы переписывались из России очень много и переехали сюда к нему. Вот, он нам помогал искать землю, ну и как бы, мы дружили, да, то есть мы были хорошие друзья, товарищи. И мы нашли подходящую землю вместе с ним, приехали инвесторы, привезли денежку. Ну вот, денежку мы как придурки хранили не самым надежным образом. Да, и в какой-то момент мы уехали из дома всей семьей на пляж с утра, закрыли дом на ключ, естественно. Вот, возвращаемся, а кэша нету. Следов взлома нету, а дом был полностью закрыт. Никто у него ничего... был ключ, потому что это его Ну, дом. конечно, да. Я никого не обвиняю, да, потому что не было ни суда, ни следствия, ничего, да, соответственно, мы его позвали, спрашиваем, чувак, а как бы ты, может, что-то видел? Такой смотрит. А я ничего не видел, да. Нету беспорядка, то есть никто ничего не искал, четко человек знал, где находится кэш, да. Сумма была крупная. Сколько там было денег? Дофига. Ну, примерно так. Ну, больше десятки. Десятки чего? Долларов. Тысяч долларов. Да. Вот. И самое прикольное в этой истории, что мы, естественно, вызвали полицию, да, приехало много полицейских. Ну и они были довольно к нам настроены, ну не то чтобы враждебно, да, но как бы задавали вопросы, откуда у вас столько денег, а что вы тут вообще делаете, а вы же из России, мы как бы, мы резиденты, у нас здесь бизнес, вот мы, да, приехали трудиться сюда. Вот, и, в общем, гениальное предложение полицейских было в том, что, ну, смотрите, мы, говорят, можем пригласить сегодня вечером шамана. Да. От полицейских было такое предложение? Да. Значит, шаман приедет, за 80 тысяч рупий проведет ритуал и, значит, назовет вам, кто вор, собственно, да. Прикол основной в том, что нужно было найти 8 мужчин, которые в течение 3 месяцев не ели свинину для этого ритуала. Вот, ну мы как бы мы очень хотели, да, нам было бесконечно интересно, как бы, что произойдет дальше после этого ритуала. А мы не нашли 8 мужчин. Поругались мы с человеком, скажем, до момента, когда я узнала, что он меня кинул. Он там уехал в другую страну устраивать свою жизнь в недоевропе, там Литва, Латвия, Эстония, ну что-то типа того. Вот. И я связалась с его знакомым, потому что он мне тот еще рекомендовал, что тот занимается арендой вилл. А мне нужна была классная вилла как бы для друзей. Вот. Они мне якобы нашли виллу, мне присылают подтверждение с сайта. Я чекаю сайт нормальный, там хорошие виллы, это, ну, суммы там идут 20-25 тысяч долларов за месяц. Вот. Ну, мои знакомые туристы кидают предоплату. Я еду на объект, потому что они не дают координаты объекта до того, как это все случится. Объект находится не в той стороне вообще. Находится на горе, в другой деревне. Ну, вообще полностью несовпадение параметров. Меня начинают спрашивать, а что тебя, собственно, не устраивает? Фотки такие же. Я говорю, вы что, не понимаете, когда вы работаете с людьми, которые платят 25 тысяч долларов за месяц, они, наверное, хотят видеть что-то другое. Ну, то есть они полностью обговаривают свои параметры. Вот я хочу то. Я прошу вернуть задаток, переведенный на их счет. Там вскрывается, что это был фейковый инвойс, что деньги ушли другому человеку, просто человеку, физлицу. Инвойс — это счет для тех, кто не... Да. Детективная история приводит к тому, что этот человек из Литвы все эти деньги себе и присвоил. То есть мы прожили здесь ковид, мы очень хорошо дружили, мы путешествовали вместе по всему острову, в Коломбо, везде вместе. Супер все было, вот так вот. Выпивали вместе. Все, деньги потеряли? Да, я возмещала из своих денег. А что с этими бандитами? Мы их искали. Я обращалась в полицию. Но единственное, что я не заявила никуда, ни в посольство, никуда. Почему? Потому что я общалась с ребятами, у которых есть бизнес, да, там свои кафешки, рестораны, все в туризме. И мне почему-то показалось, что какие-то, возможно, будут проблемы. И не хотелось бы, чтобы вот это вот внимание вот этой прессы и всего, я могла бы устроить там концерты и позвать прессу и сказать, что вот меня там туда... Ну, я же понимала, что мне здесь жить. И это не проблема всего населения Шри-Ланки. И это
проблема, вот есть люди, да, и как бы везде есть хорошие и плохие. Вот, ну, мне не повезло на пути встретить. Их не нашли до сих пор. Но я могу сказать то, что я верю в то, что карма, да, она работает, и что-то, возможно, с ними уже произошло. А как вообще здесь полиция устроена? Они реально могут такие проблемы находить, таких людей, или нет? Что, например, вот в Дубае мы были, и там говорят, что вообще за несколько дней всегда находят бандитов, что бы они ни совершили. Ну, в Дубае в этом плане, конечно, что-то нет. Здесь не так. Здесь ты написал заявление, твое заявление положили на полочку. Ну, в частности, вот с моей стороны было. Я ходила и в туристическую полицию, я ходила и в полицию основную. То есть мое заявление улетело, не знаю где, но чего, как. Если вспомнить такой самый тяжелый момент, когда ты уже говоришь, меня убили, и, в принципе, ты понимала, что, скорее всего, все закончится. Да. Вот с каким уроком ты из этого вышла? С каким уроком? Что ты поняла в этот момент? Я поняла, насколько... Ну, наверное, да, я очень долго прямо об этом думала, насколько хрупка все-таки человеческая жизнь, что я даже не думала об этом, что со мной могло такое случиться. Я была бесстрашная, я не боялась никогда ничего. И вот это как-то меня вот немножко приземлило. После этого я с опаской начала вообще ко всем людям относиться. Ну, потом же опять все как бы ушло, забылось и так далее. Но беречь надо, я не знаю, себя. У меня вот как действительно, как тогда, ну, люди же говорят, да, когда случается что-то такое, это, пожалуй, самый страшный момент в моей жизни, который со мной произошел. Я увидела маму, но прямо вот у меня перед глазами мама, что мама подумает, что мама скажет, если меня не станет. То есть вот такие мысли. И ну, почему-то я с холодной головой все равно все делала. То есть стояли передо мной девчонки, и я это помню, я прижимаю руки, я истекаю кровью. То есть ну, даже на операционном столе с меня срезали шорты, потому что они были дубовые от этой крови. Девчонки стоят, не понимают, что делать. Я говорю, снимите с меня шлем, возьмите мой телефон, разблокируйте, говорю им пароль от телефона, наберите этот номер, звоните, то есть принесите мне тряпку замотать. И, то есть каким-то образом я все равно соображала, что надо задерживать, чтобы не текла кровь. Я прижимала руки к животу. Не знаю, откуда это взялось. Какое-то, может, инстинктивное сохранение. Я поняла, что жизнь на самом деле, она... такая штука, что не надо играть с такими вещами, как, да, допустим. Я сейчас очень стала аккуратна, да, и никогда я там не езжу с сумкой через плечо. Я на дороге себя веду аккуратней. Там еще где-то я вожу байк аккуратнее после этого, хотя до этого я гоняла, то есть на меня все ругались. Ну, я бы, наверное, сказала, решайтесь на что-то, делайте какие-то поступки, живите, чувствуйте эту жизнь, не загоняйте себя в рамки, но всегда будьте аккуратны и осторожны. Помните, что у вас есть родные, которые вас любят и ценят. И все, наслаждайтесь жизнью. Делайте так, как вам хочется, а не так, как вам говорит кто-то. Мы выслушали истории наших героев и сейчас составим рейтинг топ-5 опасностей Шри-Ланки. На 5-м месте местные законы. Их не стоит игнорировать. За любую оплошность туриста могут кинуть в тюрьму. 4-е место. Не стоит вести совместные дела с местными жителями, даже если это ваши знакомые. Приезжий европеец бесправен, обмануть его просто, и полиция за вас не заступится. Поэтому, запуская дело на Шри-Ланке, проверьте все трижды. На 3-м месте грабежи и кражи. Опасность их возрастает, так как в стране хреновая экономическая ситуация, и все больше людей лишается постоянного источника дохода. Белый человек для них цель и источник наживы. На 2-м месте сексуальное насилие. Могут предложить секс, а могут при вас публично передернуть. Деревенские жители Шри-Ланки лишены комплексов. Поэтому отдыхать лучше в людных местах, там, где извращенцы побоятся появиться. Но 100% гарантии от посягательств вам никто не даст. А на 1-м месте конфликт с местными жителями. Удачный бизнес, неудачная шутка, просто не понравился. Все это может спровоцировать ланкийцев на гнев и преступления. Вас могут избить или даже убить. Не хотим пугать вас этим видео, но будьте аккуратнее. Дорогие зрители, если вы посмотрели этот выпуск и подумали, что за ад вы мне показали, зачем? Ведь Шри-Ланка – прекрасный остров. Прошу вас, не надо бить стаканы и мониторы. Этот выпуск про жесть и криминал, но есть и другие истории. Мы снимаем несколько выпусков про каждую страну. Каждый выпуск – грань жизни. И посмотрев их все, зритель составляет полную картину. Шри-Ланка – замечательное и оригинальное место. И в этом вы убедитесь, если посмотрите другие серии. Зато подписываться и ставить лайк можете смело и прямо сейчас.